Это канал «Стили и моди» Гоша Карцева, а я Гоша Карцев. Поиграем? Сегодня будем пытаться угадать панков по одежде. Yes, sir. И сегодня в гостях у меня главный год нашей страны, но почему-то панк, да еще и белый. Товарищи, white панк, белый панк. Не слышу аплодисментов. Это вампир здесь. Это вампир здесь. А ты не вставил, почему в новый альбом это ни разу? Это уже не актуально? Блин, я что-то просто забыл. Правда? Да. Блядь, У меня там момент. есть White Punk Know What It Do. Ну, это вампир здесь, Но это наверное, вампир больше. здесь тоже прикольно. Мистер Вампир, короче, здесь. Один из самых сильных рэперов, по моему мнению. Ты панк, рэпер или год? Один Человек-паук, во-первых. В первую очередь. В первую очередь. Один из самых продуктивных продюсеров нашей страны. Согл. Согл. Музыкант, который почему-то себя называет артистом. Вот это важный, Как-то интересный так, для меня вопрос. это не я сделал. Почему ты все время, сегодня даже мне сказал в гримерке, артист, мы артисты. Почему ты не считаешь, что ты музыкант? Ну, наверное, в первую очередь продюсер. Потом я прошел Продюсер, запятая. квалификацию. Квалификация? Да. Диплом, сертификат, Да, курсы? поднялся. Елена Блиновская? Курс реабилитации квалификации. И, стал сам артистом, потому что надоело уже давать биты. В общем, что-то я подумал, что сам могу попробовать. И как-то получилось, что стал... Ты музыкант? Да. Все, тогда я про это был вопрос. Фара, Хаски, Нойс, Майот, Платина, Васек, Катя Кищук, The Queen, Оджи Буда. Кого еще назвать из фитов? Ну, там есть куча всяких неизвестных людей заграничных. Я вообще не знаю, кто все эти Реально люди. не знаешь? Я выписал тех, кого знаю. Не знаешь, кто такой Килли? Нет. Это шараут Килли, это чувак из Канады. Очень прикольный, он делает, прям собственный какой-то стилек. Все, это одного человека, ты только его можешь добавить? Блин, да я не знаю, да хуя с кем, я же не помню уже. Новый 4-й альбом с названием Voxstar доступен на всех площадках. Что такое название? Я не понял. Это, короче, когда слово «вок», «хард». Ворк. Нет. Вок хард. «Вок», «хард». Это такая бутылочка за зельем, в общем. А, нет. Вот. И когда ты совмещаешь слово «вок», «хард» с «рокстар». Это что-то на гиковском. Да, гики. Скажи, пожалуйста, шаришь ли ты за Древний Египет? Знание присутствует. Кто твой любимый фараон? Сколько фараонов ты знаешь? Если вчера смешит, это шутка. Ну, Тутанхамон там всякие. типа Рамзес. Шаришь ли ты за панк? Конечно, конечно. Что такое панк? Я думаю, что прежде очередь это я. Да, окей, мы понимаем, что white — это потому, что ты белый, панк — это потому, что стиль жизни. Ну, короче, Хорошо. мне кажется, что панк, вот в понятии, в котором мы знаем, это типа мода и всякое вот это вот дерьмо, потому что тут про политическую повестку немного, короче, тяжеловато, потому что в итоге это все нахуй разрушилось, потому что не существует система против системы, и в итоге, потом выяснилось, это просто культурное веяние моды. Но это вообще человек, которому похуй. Ну вот, да. Да. Важен ли стиль для артиста, как ты думаешь? Это, часть образа. Человек считывает тебя, к сожалению, по одежке, провожает... Но это просто человек, артист. Потому что, мне кажется, вот эта штука должна быть по центру. Ты специально подвинул ее? Нет. Вот. Она по центру должна быть? Не похуй. Оля, заебался ждать. Мы смотрим на экран, перед нами человек, у которого закрыто лицо, мы пытаемся по одежде понять, кто это. Это известные панки или не панки. А потом мы должны понять, панк человек перед нами или нет, на наш взгляд. Понял? Правила Yes, игры очень sir. простые. Это... Let it rock. Классные у него боты, я думаю, это какие-то Доктор Мартинсы, одни из первых. Нравится костюм? Неплохой. Но это такой, не знаю, мне почему-то хочется представить лицо Джонни Роттона, если бы он, не употреблял наркотики и занялся бизнесом. Ну, в общем, я думаю, это Вася. Васек, Колька, Да. Николай Васильев перед нами. Неправда. Знаешь почему? Потому что это Малькольм Макларен. Знаешь, кто такой? Я был близок, конечно, это муж Вивиан Вествуд, и первую коллекцию, которую она сделала, это был именно мерч Sex Pistols как раз, типа, вот они вместе разрабатывали. Сколько песен Sex Pistols ты знаешь? Я думаю, что штучки 3-4, я которые постоянно прям слушаю. Панк
по-твоему, Макларен? Конечно, ну, конечно. Отец панка. Они именно, типа, вот я как раз говорил, когда панк, что такое панк, это модная культура. Вот они ее сделали. Но они ее создали визуально, они же сами не планировали, такие, мы сейчас создадим визуальную культуру. Они просто угорали с женой на тот момент, и она создавала одежду из пакетов. И всем все нравилось, типа, магазин «Секс» назвали. Это было дебоширство. Я думаю, вот в плане, типа, модной индустрии, я думаю, что да. Вообще, как будто Это- Мерлин Монро отъехала это- в Ультур. Это Нэнси. Сюда Нэнси. Ну вот я предполагаю, вот Мне ты нравится, просто что у говоришь. нее ремень, как у меня, классный. При этом я уверен, что фотография Мне очень кажется, старая. это твой ремень. Я думаю, что это Дэби Харри. Да, Алла Пугачева. Алла Пугачева, правильно, молодец. Дэби Харри. А как Сюда Нэнси? Сюда Нэнси. Нэнси кто была? Нэнси? Ее прямо Нэнси звали? Да. А как тебе образ? Охуенный, мне кажется, типа, ну это тоже же Вивьен, по-моему, нет? Не-не-не. Знаешь, почему мне нравится? Смотри, у нее супер женственные танцевальные туфли, Мэри Джейн, а спортивная абсолютно, из какой-то мерч, прикинь, 80-70-х. Я не знаю, что у нее написано на футболке. Я очень просто люблю эти американские футболки. Ну, Знаешь, с таким рукавник регланом. Майкла Джексона еще. И, Где? ну вот, ну типа, знаешь, у Майкла Джексона Какая-то всегда сумка. такие, это сумка, бро? Какая-то. Мне кажется, это какая-то, блядь, перчатка для Может быть. кикбоксинга. И мне нравится, что она в трусах, супер сексуально, и волосы у нее укладывают. Волосы пиздатые. И она такая ремень сюда ебнула. Вот Это тип- очень Ну вот круто. типа я вот оттуда как бы черпал вдохновение для волос, потому что чистые волосы — это вообще не моя история. Но надо, конечно, чтобы они были чистыми, но сделать это визуально, как будто ты их вообще не мыл год. Я люблю путешествовать. Одна из самых сложных задач, с которой я сталкиваюсь при планировании поездки, это поиск комфортного жилья. Однажды в Казани меня заселили в номер, который выглядел совсем не так, как на сайте. Да и персонал в том месте разочаровал, никто не попытался решить мою проблему. К счастью, я недавно нашел удобный сервис для бронирования отелей и гостиниц в России от 2GIS. Сервис Отелло анализирует миллионы настоящих отзывов туристов в 2GIS, чтобы предоставлять самую точную информацию своим пользователям. Он гарантирует, что гость заселится именно в тот номер, который выбрал. Еще один плюс – поддержка сервиса работает 24 часа в сутки. Кстати, скоро я собираюсь в Сочи. Давайте найдем мне комфортный отель. В приложении надо только выбрать город и дату, и тут же появятся лучшие варианты. Этот номер выглядит стильно, да и рейтинг высокий. Бронируем. А по промокоду Карцев вы получите скидку 10% на первое бронирование через сервис Отелло. Кстати, скидка действует на любую сумму бронирования. А еще до 90% брони можно оплатить бонусами Сберспасибо. Выбирайте отель и путешествуйте с комфортом. Я не знаю, кто это в пластиковых штанах. Это Игги Поп. Это гип-поп. Да, это Игги Поп. Почему? Потому что волосы белые, он голый, да? Да, но нет, практически. А может, это платина? Но я думаю, что это просто сделано, чтобы он, ну, не обоссал пол, знаешь, чтобы он, ну, у него... А он без трусов? Ну да, Я чтобы думал, он с трус- ссал, если что, вот в башмак. Да. Резиновый сапог. Слышь, сапог, выкидываешь сапог. И дальше Там, наверное, студия просто в аренду, они взяли и ему сказали, нельзя ссать здесь, и срать здесь тоже нельзя. Здесь тоже, кстати, нельзя, если вдруг ты захочешь. Я не помню, как их зовут. Это Кьюр, может? Если был бы Кьюр, там какая-то современная вот тут вот фотография. было на пол фотографии Так это он лица просто, Роберта, типа, знаешь, на дискотеке. волос Роберта Смита был бы на пол фотографии, это не The Cure точно. А звонок другу есть какой-нибудь? А что, ты позвонишь другу по видео? Всем привет, это «Контакты» с Гошей Карцем. Это Рамонс. Кстати, может быть, я верю в тебя. Я думаю, что это Нана-группа. Да, молодец, отлично. Вообще замечательно, очень хорошо. А как ты понял? Ну, блядь, я, типа, много их слушал, и их 4, и они, блядь, одеваются все время очень тупо. Подожди, ну нет, когда они были прям молоды, мне кажется, это вот, я не знаю, сколько это фотографий. Да, лет. они тут молодые, им Да? ближе к 30-30, это молодежь. Я думаю 40. 30 молодой, потому что я молодой. Это они панки? Романс панки? Вот люди, посмотрите, вот эти люди, это те футболки, в которых вы все ходите. Мне кажется, у каждого пятого есть футболка с Рамонс. Я думаю, что это романтизация панк-культуры. Они Да. или футболки с ними? И то, и другое. То есть они не панки. Это, ну, типа панк-вейв. Ну, но мне кажется, они просто более... Ну, им не похуй, им не похуй. Да. Им не похуй. Они выглядят, бро, точно. они выглядят так, как будто им не похуй. Посмотри на эти синие джинсы, блядь. Ну, типа, кто вот, зачем? Как можно, ну, как?
Мне нравится твой аргумент. Это часть твоя. Не знаю, мне кажется, это те же... Это Мальком Макларен, блядь, в своих С Вивьен? своих Может быть, да, ботинках, блядь. Ну, ботиночках. вообще, она же, типа, раньше, ну, Но такая, знаешь, это не была... похоже на... Хотя, ну, не похоже на ее... Ну, слишком выдержана, слишком... Ну, да, и, слишком во-первых, выдержана. слишком выдержана. Это мистер Кредо и его жена. Долина, Чудная долина? Да. Я вообще не помню. Это Мальком Макларен с Вивьен Вест, ты был прав. Ты прям по ботиночкам его узнал, у тебя чуйка на него. Знаешь, что прикольно в этой фотографии? Что Вивьен Вествуд, Рип, очень похожа здесь на Дэвида Боуи. Видишь, смотри, всем. У меня всегда была вот эта ассоциация, потому что молодой Дэвид Боуи, у них, кстати, овалы лица вот прям супер одинаковые, и, ну, они реально всегда похожи, там вот, причем есть очень-очень старая его фотосессия, где он красит губы, где у него тоже, вот, знаешь, такая есть вот небрежность, но тут она очень выдержана оделась, потому что Да. обычно это полный какой-то пиздец, да. разорванные майки, тут все вырезано, и она вообще пойми чем, типа, и вот это ее стилек, а тут это видно, что это часть фотосессии, я думаю, это приурочено, типа, либо это из какого-то журнала. Я думаю, это просто, типа, фотка, на самом деле. Типа, просто они дома? Да, ну, видишь, ну, как будто бы да. Ой, не вообще, в группах я плох. Такое упражнение есть. На вокал ходил хоть раз? Так вот ходишь, так делаешь, разминаешь связки. И что будет? И петь научишься. Мне кажется, это Backstreet Boys. Мне кажется, что вот это точно на. А The Как Clash, Clash, да. окей. Хорошо выглядит Clash. Это- Вот, да, спрятали да, тут. да. Хитро спрятали логотип, блядь. Мне нравится, что они в своем мерче молодцы, хорошие, хорошо выглядят. Самореклама, лучшая реклама. Да, и нравится, что барбершоп здесь спонсор был, фотосессия какой-то. Мне нравится вот этот joint за ушко. Нет, про сигареты я боюсь. Я не боюсь. Sonic Youth, понял? Я же говорю, это такая логика в игре. Сука, Что это написано на очень футболке? тупо, Слушай, тупо. какой-то год. Бля, вот ты вот хоть раз видел, бля, прикинь, я бы пришел сюда в майке White Punk. Это охуенно. Это я сижу в своей одежде, чтобы ее покупали. Ну чё, тут же дурак? не написано, типа... Ну, какая разница? Гоша? Нет, так это прикольно. Знаешь почему? Потому что это смешно. Мне не смешно. Next. Вот это... Он, либо это человек, который был на Met Gala, либо это тот, про которого снимал Карбайн фильм. Но я не могу вспомнить. Я не знаю, он Или мне Сид? почему-то из Joy Division блядь, чела напоминает. Вообще не знаю, к Почему-то. сожалению, как вы... Да, кстати, скорее всего, это он, но я не помню, как он выглядит. Да, это Ян Куртис. Кертис. Куртис стильный? Я думаю, что да. Это как он, будто бы- он выдержанностью своей стильный. Да, Потому что да. никто, кроме него, вот так вот просто и лаконично, супер однотонно, круто не В одевался. панке особенно. Не да. одевался. То есть он как будто... Ну да, согласен. Не было. Green Day. Да, это Green Day. Green Day охуенный. Твоя любимая песня? Мне у не Green Day? нравится. Не нравится ни одна? Нет. Даже Boulevard of Broken, что-то там? Нет. Вообще, бро. И... А American Idiot? Это поппи. Это просто... это Тебе не попсовая, кажется, короче. что, мне кажется, что если бы их отмыть вообще и переодеть, как будто, ну, короче, что они не панки, что я им не верю. У них дырок нет на одежде, бро. Да, это правда, никогда не было. Они же в галстуках ходили, они такие брит-панки. Ну вот я какие-то говорю, чуть. это немножко Слушай, что-то ну другое. у Кертиса тоже не было дырок на одежде? Вот, допустим, смотри, американские панки ненавидели, блядь, британцев, типа, и наоборот. То есть всегда вот была, вот, мы настоящие, у нас, блядь, этот панк, у них этот, а эти были вот для, как тебе сказать, это лейбл панки. Rock not dead, bro. Ну, Это типа нет. подъем на панк, Ну, да? нет, нет. Рок, блядь, да. Корна. Корн. Корн, нихуя. А что? Молодец, красава. Ты шаришь, но... А как к корну ты относишься вообще? Это получается такое отвлечение типа металкора, вот рэп-кора, Но при вот этом такое. корн Я это- типа это не люблю попсово, такое. попсово. Типа, я такое не люблю. Типа. Кстати, бро, они мне реально не заходили вот ни разу. То есть, если вот у меня спросить, типа, Роб Зомби или Корн, я, конечно, выберу Роба Зомби. Это часть... Это тоже что-то поп-рокеры, из потому двух- что да, это это что-то тоже из 2000-х. поп-рокеры, потому что блядь, Сам 41. реклама Mountain Dew повсюду, пацаны позируют. Сам 41. I have a cockerel. Что у меня за футболка, типа? Offspring, Блядь, ну это позор, пиздец, он тут молодой, поэтому мы не узнали, он как бы просто... Почему молодой? он- Это наоборот, он уже все, тут уже закат карьеры. Так он потом блядь, вообще расширился, ёп. А что Ну, он сейчас делает? расширяется.
Они панки? Да. Но это, знаешь, такой поп-панк, который блядь, я готов купить. Блядь, я такая, подожди, вот этот вот клип, где все по улице идут, да? Как песня называется? Come to me, baby. Да. Ну, это, блядь, Это охуенно. это охуенно. Это период, знаешь, какой-то смешной музыки рок, когда еще был Bloodhound Gang, Это, типа, неожиданно знаешь, зашел. это вот знаешь, как типа люди, когда, ну, не знающие, вот, типа, ну, короче, молодые, они такие, о, бля, это песни из Шрека. Это Бля, ну Фред это Фред, да. Это я. Все мои референсы моего повседневного гардероба — это Фред Дарст. Это чувак, который сделал модным кепку New Era у, блядь, чуваков, которые любят корчики всякие. Да, он мужик, в общем. Он панк? Он человек, он повзрослевший панк. Да. Он когда-то был, я думаю, Он ты через 10 лет. ебальники летели, типа, я думаю, что в свое время от него, да. А он такой, знаешь, он очень спокойный. Он очень спокойный чувак, но он, ну, по сути, но он всегда, сука, всех подъебывал. Если смотрел его интервью, он, типа, ну, хую, типа, такой, я всех вертел, он постоянно всех бесил своими мне кажется, высказываниями. он стал популярный взрослый. И он, типа, говорил, что все сосут у меня. Ну, в принципе, правильно, на то время они разделяли жестко. Конечно. Вот. MGK, ну, это пиздец. Это прям самый, это хуевейший лук вот из всех, что мы видели. Это правда. Но это какой-то, это до прихода моды в его жизнь. Мне кажется, что белые джинсы с черной обувью, это Тимати так любит. Блядь, пизда вообще. Причем тут мокасины какие-то, очень жесткие, ну, не Может, в этом и прикол, может, это панк, в этом такой, типа... Типа, что он просто, ты знаешь, типа, Что вот он халат, в котором отца. он готовит, он, типа, надел на себя, и пойду-ка я на дорожку выйду, блядь. А MGK панк? Поп. Правда? А мне кажется, что вот у него был период до его, вот сейчас, наоборот, последний год. Как тебе вот его музыка сейчас? Я вообще, типа, мне вообще не нравится его музыка. Я не имею права, типа, никого судить, потому что... MGK делает полную хуйню, я не могу такое слушать. А как то, что с Меган Фокс он замутил? Нет, и как он выглядел до вот последнего года, он был просто моей музой. Я считал, что он самый он крутой. просто перебрал. Я был уверен, что у него есть вкус, и он участвует в создании своего образа. Но, как показала по итогу практика, у меня это оказалось... Ну, когда, типа, ты уже на лейбле, и ты как бы должен, как бы, твоя бабок отработать, там... Да пошел нахуй. Да. Знаю, это какой-то тупой прикол. А, это Youngblood, блядь. Не, я вообще не выкупаю этого чела, если честно. Да не знаю, вот мне музон Youngblood я такой... могу послушать. Ну, типа, музон такой, типа... Ну, погоди, типа. Да, я думаю, что ты напел сейчас. У него нету стилька своего, типа, я не понимаю. Нет, он знаешь, какой у него стилек? Типа супер тин-тин-тин-тин-тин. Он берет все клише панка и всех юзает во все дыры. Вот типа он такой, я хочу всем вам показать, что я панк. Я против таких связей. Ну, это X. Панк он был? Да. Ему было похуй, бро. Ему, типа, реально было похуй. И он вот с этим как раз... Он с браслетом, блядь, выступает. Да. Можно выступать. На работу ездить можно с браслетом. А в другой город, штат, можно? Ну, да. Вот Нифига что. А X знаешь, что тут делает? Он говорит, я не слышу. Ты так делаешь на концертах? Прикол какой. Ну, нет. Это ты на обложке альбома своего. Это ты вчера выложил пост в Инстаграме. Это Узик? Да. Блин, а че он такой высокий? Это пиздешь. Лил Узи Верт панк? Или он притворяется вот этим? Слушай, я думаю, что да. Ну, типа вот, я бы не назвал его панком, но ему, во-первых, похуй. Он настоящий, типа, и он очень органично, блядь, смотрится в этом. То есть, он такой если даже сказать... коммерчески продуманный, он притворяется. Он всегда таким был, в этом прикол. Я, то есть, давно за ним слежу. Я Да? следил его еще, когда, бро, его вообще никто не знал. Он такой, блин, пожалуйста, блядь, у меня такие треки классные, Он таким такой голосом милашка. разговаривает. Ну, он вообще милашка, по сути, типа. Это Аврил Надя... Хотел сказать, Надя Толоконникова. Да, кстати, может быть. Кстати, похоже. Ну да, мне это Аврил. У тебя, это Evanescence. Позор, бро, позор, Почему что я так ее не оделся? узнал, потому что я знаком. Вообще очень классный был проект. Почему что так? Почему не популярны? Почему? Да не популярны, но это музыка. Это не проект, это не...
Они просто вот стрельнули в какой-то момент, там начали, да, лейблы им клипы делать вот с хорошим очень бюджетом, но это в первую очередь она, она музыкант, Да, да, музыкантша, да, как Собол. правильно, извините. Она, Музыкантша. ей похуй вот на эти билборды, популярность, она правда любит музыку. Лил Пип, ну все, мы уже увидели. Густав, R.I.P., он реально прикольный чел. Я очень рад, что вообще в жизни довелось с ним познакомиться, Это вообще выступить. Типа. Он охуительно. очень крутой чувак, и он очень простой. Он мне показался как чел, которого я очень давно знаю, с моего района, и вот тут мы встретились. Да, Типа, да, от него есть такой вайб. там я очень хорошо дружил с Бэкси на тот момент. Мы еще там с саундклаудных времен с ним двигаемся вместе. И прикол в том, что они были в туре, мне, короче, типа пишет, звонит Бэкси и говорит: «Йоу, Панк, типа нам нужен диджей, мы хотим по Европе покататься, заехать в Россию, типа сможешь с нами проехаться?» Типа, ну... Я такой: да, круто, у меня уже, знаешь, такие, ну, как бы, такие бабочки уже. Я такой: вау, будет так круто, пиздец. Потом проходит неделя, и мне пишет Бэкси, вот, говорит. Скажи, а есть еще артисты, с которыми ты бы хотел поработать зарубежно? Вот как Пип, кто-то, с кем бы ты сейчас вообще... На данный момент, Да. ну, это, наверное... План какая самая высокая? Вот моя мечта, это вот чтобы мне Бон Айвер записал гитару, и я спел на нее. Это вот потом я тебе скину, Ну, посмотришь. кстати, Ну, скажи. это, блядь, мультиинструменталист, очень крутой артист, композитор. Вообще, это группа, и, ну, это, ну, такой, знаешь, Нет, ну, а очень какой-то- светлый музон. А типа. если из тех вот, типа, из понятных прям, которые на Понятных, слуху? понятных. Deftones, вот я бы хотел песню. Это Space Ghost Pure, бля, ебаный рот, это мой кумир, я думаю, что он повлиял на меня очень сильно. Он в битах. панк? Да, полный. Ему похуй вообще на всех, бро, и даже на себя. Что нужно знать про него? Я могу не вам знаю. рассказать, что этот человек просто подарил всему миру вот эти вот, знаете, типа, вот как у меня, помнишь, было написано Phantom, типа PHV, это типа А, понял, ASAP раньше, ну, тоже так делали, типа, знаешь, это В, но это А, перевернутый вот эта вот вся хуйня, это все от него пошло. Первый релиз ASAP Rocky, Live Low ASAP, вдохновлен этим человеком. Типа, вот именно этим стилем. Он написал его в то время, когда они жили вместе, типа. Сроки? Да. Панки Хой, рубрика. Это супер игра. Панки Хой, окей. Угадай, какой страны панки? Русские, конечно Молодец, же. молодец, угадал. Это группа «Сортирный союз». У него вон снег на погонах. Посмотрите, кто не видел, пожалуйста, видео. Вот это. Это моя любимая, реально. Вот я прям... Он, кстати, на меня похож чем-то. Типа, что-то есть там, вот, когда у меня были волосы Снегом? покороче. Погонами. Это уже более, короче, поздняя Блядь, ну стадия. русские панки Это уже такие. они Да. уже мужичками стали. Русские да. панки такие реально русские. Бро, он реальный, бро, ему вообще до на Да, всех. но очень Абсолютно. русские, тебе не кажется? Он пытался от этого уйти в какой-то мере. Он, типа, никогда не хотел быть русским панком, да, он говорил, вот, Sex Pistols, Misfits, все такое, но он был настолько, это русское прям дерьмо, бро, это реально то, чем стоит гордиться. Причем мне очень нравится, что сделал Князь, это сказки, совместить с этим, и это обвораживает, это очень очаровательная, ну, как бы хрень. Прыгнул со скалы, я... Караоке, типа, бро, там 3 пива, и я уже ОМОН, я уже эту песню начинаю. Это что-то, это какой-то петербургский, да, уже какой-то панк? Это «Сектор газа». В натуре. Юрий Что-то я Хой. Юру не признал, это, сорян. У него просто, видишь, там татух еще нету, Когда я был мелкий, мы писали в подъезде «Сектор газа», но мы не знали... Бэтмен реально Бэтмен. Это Армани и серп и молот. И паук. Где? Вот, смотри. У него на сосках паутина, бро, what the fuck? А может быть, это прикол какой-то? Может, у него нет таких татух? Блин, чуваки, я вообще, если честно, никогда не видел. Мне Ну, у кажется, меня это тоже прикол. тут пауки всякие там. Мне кажется, это прикол. Летов. Летов, да. Согл. Летов, Егор. кстати, дед стильный. Это, мне кажется, единственный стильный панк Это в вот России. русская тема, типа, которая вот он ее в абсолют, знаешь, возвел. И вот это музыка настоящего протеста, типа, вот именно русского. То есть у Киша там нет протеста, типа, Там, он не да, об этом, он он не не об Киш этом. мирный. А это настоящий петербургский панк. Это Коля.
Я не обклеили машину, блядь. Блин, я не знаю, вроде прикольно выглядит. Зачем? Ну, это Коле надо спросить. Как тебе... Кстати, вот этот костюм вообще заебись. Слушай, и ты не боишься, что он опять сейчас полгода появится вот с этим образом, как у него всегда происходит? И мы через полгода видим Нет, нового. пацаны, да охуенно. Охуенно. Когда люди меняются, это охуительно. И так и должно быть. Он не может быть все время одинаковым. Но он Ты каждый раз никуда так, не пойдешь. Да, но он каждый раз так сильно стирает прошлое, что, блядь, я все время думаю. Понял? Типа? Я не знаю. Вот Он так открещивается вот сейчас. у меня, ну вот открещивается, не может быть, он хочет измениться. Да я тоже его люблю, просто переживаю, чтобы он не ебался в этой погоне сам собой. Но он не ебется. Нет, конечно, он гений. гений, да. Сильно люблю. Он сидел за этим столом. Я знаю, этом вот стуле. на этом же месте. О, это... Это... Я не Это мог, Рамзес, не. это Рамзес. Я не мог, не, это Рамзес. Это Рамзес. Это Рамзес. Я недавно вспомнил этот клип, охуел просто. Я его пересмотрел, ты смотрел это видео? Да, смотрел. Это... Сначала я такой думаю, ладно, Гудков, ну, наверное, он такой гений, блядь, такой талантливый, что мы что-то не понимаем. Я тебе отвечаю, я месяц назад пересмотрел этот клип с Лободой, и я просто охуел. Это чушь ебаная, блядь. Странно. И этот момент, сука, самый странный. Ну, то есть я думаю, типа, а в чем прикол? Это Константин Ступин, блядь. Это да! Я обожаю его, чувак. Типа, мне очень жалко, что он его... Это, бро, знаешь, с кем я его могу сравнить? Это охуенное сравнение, если вы видели фильм «Сахарный человек» про Родригеса. Это душераздирающая, блядь, история. И вот это его русский аналог. Типа, чуваки, он всю жизнь делал охуенный музон, но почему-то его признали уже... Это на самом деле очень грустно, бро. У меня прям сердце разрывается. Чувакам из гранитного цеха, блядь, большой поклон, что вообще его вытянули из этого дерьма и помогли ему. Вот правда, спасибо большое. Какой вывод? Кто такой панк? Я думаю, Кто что такие панки? Мы всех постреляли. панк — это чуваки, которым похуй. В первую очередь, вот мы, вот, да, называли панков, кто панк, кто нет. Это образ жизни все-таки. Похуизм абсолютно на все, и ты занят настолько любимым делом, ну, ты же не видишь ничего вокруг, тебе это не важно. Это вот свой мир, который ты выстроил, и вот тебе насрать на все правила, насрать абсолютно на других, ты просто делаешь, что тебе нравится. Мне кажется, вот этот вот жест, когда тебе на все похуй, и ты любишь свою жизнь, вот то, что чем ты занимаешься, чем ты дышишь, это и называется панк. Но при этом Ольга Бузова тоже говорит, кайфуйте, жизнь одна. Она что, тоже панк? Не знаю, да? Как бы, в какую камеру посмотреть? Вот ну, как бы в этом и сложность понимания панка. Для многих это вонючие Им люди. не надо говорить об этом, им просто похуй. Самый зашквар, когда человек пытается изображать из себя панка. Вот ты такой думаешь, чувак, куда ты лезешь? Блин, слушай, я вообще не знаю, как типа, я им вообще стал. Вот, появился... Ты им родился, я думаю. Блин, слушай, я на самом деле... Блин, мне кажется, да, но я это не смог в себе раскрыть в подростковом возрасте, наверное, в силу того, что я старался держаться за правила социума, которые мне, к сожалению, навязывали. Потому что до совершеннолетия, бро, у меня было столько проблем с полицией, с ПДН, вот со всей этой штукой, что очень многие вокруг меня переживали, что мне станет пизда. Какой вопрос задал? Что ли? Не помню. Альбом на всех Вот платформах. сюда, пожалуйста, ваша камера. Альбом на всех платформах. Слушайте Walkstar. 473 миллилитра, ты знаешь, 2023 год, 29 сентября, клуб Мутабор, я жду тебя. У тебя концерт в Мутаборе? Да. 29 26-го. Но 29-го вроде там. Нет менеджера рядом, он подсказал. Спасибо, что пришел. Кто твой любимый фараон? Рамзес. Рамзес. Ну, тебя прям разъебало. Это шутка для меня, чисто. Это шутка просто хотелось очень сильно. Ну, заебись, Да. Классно, что никто меня рассказать так не может, как я сам себя.